Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. И это наш топ треков нового альбома Blackpink. Погнали! 8 место. И на 8 месте Ice Cream feat. с Селеной Гомес. Это достаточно простой трек, да, он мелодичный, он очень яркий клип, яркие образы, которые нас очень порадовали. Но там все предсказуемо, все просто. Да, в целом, именно предсказуемо, вот верное слово, да. Простой такой, вполне простая ритмика у трека. И уж если сравнивать его с теми треками, которые есть на альбоме, то он, безусловно, наверное, все-таки будет на 8 месте. 7 место. На 7 месте трек You Never Know. Этот трек отсылает к более таким старым кей-поп трекам, к более старому звучанию, ну и в принципе не только кей-попа, да, а в принципе поп-музыки, да, это больше как-то первая половина 2000-х, вот у меня такая ассоциация прежде всего. И в этом треке достаточно простая мелодика, простые инструменты, трек лиричный. Приятный достаточно. Мне очень понравилась и больше всего запомнилась концовка в этом треке. Она была, скажем так, более насыщена инструментами. Звучало это так, как будто исполняется как с симфоническим оркестром. Даже вот так вот. Широта была звучания такая. Да, я соглашусь, широта звучания и простота. Но какая простота? Та простота, в которой наилучшим образом раскрываются вокальные таланты девчонок. И здесь хочу отметить момент в припеве, когда вступает Джису. Когда наступило настроение, припев поменялось, появилась вот та самая широта, да, и она невероятным образом раскрыла свой голос. Я не так часто обращаю внимание именно на ее вокал, но вот в этом моменте я заострила внимание именно на ней. Простота в треке помогает именно раскрывать вокал, потому что трек не перенасыщен инструментами, эффектами и всем прочим, и здесь акцент идет именно на вокальных данных девушек. 6 место. На 6 месте Pretty Savage. Итак, этот трек уже поинтереснее, в чем-то там были довольно интересные куски. Начало мне не очень понравилось. Вот эти дудки, да, которые мы слышали, в них не было ничего нового, и я ждала, что же будет дальше. И вот, вы знаете, меня зацепил именно конец, когда неожиданным образом музыкальная тема переходит с минора на мажор, то есть как бы с грустной музыки на веселую, да, проще говоря, и добавляются к этому щелчки, и начинается нахлёст голосов один на другой, знаете, как медитация какая-то. Нас как будто бы в транс вводят. Вот это было интересно. Да, в самое вступление вот с этим вот таким немножко как эффектом расстроенного фортепиано, оно, я думаю, что отсылает нас к таким каким-то ретро, знаете, заставкам ТВ-шоу американских или сериалов, что-то такое. Ну, мне кажется, такая отсылка там есть. Но в целом, да, это звучало странновато, я думаю, что вряд ли это прям, всем зашло, возможно, кому-то не понравилось. Мне тоже очень понравился вот этот момент ближе к финалу, когда идет переход на акустическую гитару. Это было удивительно, потому что до этого было звучание определенное, и ты ждешь от этого трека, и дальнейшего такого развития. А тут было сочетание, скажем так, несочетаемого даже, да. И вот этот момент очень удивил, и он так взбодрил. То есть ты уже привык к этому треку, эти дудки уже все, да, все понятно. И тут резко идет переход, как будто даже вообще на другую композицию. И звучало это в сочетании с голосами девушек очень даже хорошо. И еще во втором куплете мне очень понравился звук таких, знаете, как радаров, таких есть такие пищалки, в общем, я не знаю, как называется этот инструмент.
вот он был тоже очень такой необычный и интересный. Пятое место. И на пятом месте мы поставили Bad You Wanna feat. Cardi B. Итак, трек открывается с гитарного боя. Blackpink. Cardi. С такого вот стиля, да, когда не только аккорд дают, но еще и ударяют по гитаре. И, в принципе, вот этот вот бой сопровождает весь трек, что очень круто и задает определенную ритмику. В принципе, ритмика у трека очень крутая. И под него хочется танцевать, вот именно мне бы хотелось прям брейкинг под него потанцевать, как-то вот такое настроение он создает. В целом еще ритм украшает такой прием, как римшот, это удар палочкой об обод барабана. Он придает такого вкуса, стиля придает этому треку. Еще, кстати, разгон, когда появляются слова Bad You Wanna, он так чем-то перекликается, знаете, со стилем Beyoncé, вот с таким вот. Тоже очень интересен был этот момент. Ну и что касается появления Cardi B в этом треке, я считаю это достаточно удачно с точки зрения того, что мы теперь понимаем, что Лиса читает круче, чем Cardi B. Ну вот так вот. Либо та не постаралась, либо Лиса действительно уже превосходит теперь своим уровнем. Но, говорю, в целом трек очень такой ритмичный, интересный, мне нравится. Я могу сказать, что после прослушивания этого трека у меня сложилось такое впечатление, что когда его делали, продюсеры и вот вся компания, которая собирала этот трек, они сели и решили, что давайте мы возьмем самые удачные ходы, самые крутые идеи, да, и возьмем их, соберем, потому что идей много, там очень много сложного всего понаворочено. Девчонкам дали, ну, очень крутые куски, вот буквально вот каждая раскрывает себя наилучшим образом, различные вот сложные, интересные решения. И вот буквально там понакидано всего, и глаза разбегаются. И с одной стороны это круто, поэтому это 5 место. Но с другой стороны, как-то вот это слишком идеально. Не хватает, ну, какой-то, что ли, расслабленности души, драйва мне не хватило. Вот. Хотя, если рассуждать логично, то все идеально, все круто. Вот. И по поводу Cardi B, она простая, как 3 копейки, она прочитала просто вот обычно, ничего там особенного не было. И вот это мне не очень понравилось. 4 место. На 4 место мы поставили трек Love Sick Girls. Кстати, друзья, если вы не смотрели нашу реакцию, вы также можете посмотреть после того, как посмотрите этот топ. И, друзья, обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Это потрясающий трек, он меня очень сильно впечатлил. После этого трека я поняла, что больше всего на данный момент мне нравится голос Розе. Она создана для бриджа. У нее всегда разрывные партии, и особенно в этом треке. И сразу я перехожу на клип. Потрясающий образ у нее в клипе, она передала такую боль. Ее эмоции соответствовали ее прекрасному голосу. И да, в целом трек очень широкий, очень крутой, он для огромной аудитории, он для огромных масштабов. Нам в комментариях писали, что это Дэвид Гетта, да, и это чувствуется, да, что-то давно знакомое, и очень приятно было его слушать. Да, трек буквально создан для стадионов, для больших вечеринок, open-air'ов и так далее. Там очень глубокое такое объемное звучание. Очень крутое, и возможно мы бы поставили этот трек даже выше
Просто, ну, некоторые моменты в этом треке кажутся очень знакомыми и на что-то похожими. Ну, как бы тяжело в такой именно стилистике написать трек, который ни с чем не будет перекликаться, потому что такие вещи, которые пишутся вот под open air, под большие стадионы, они действительно, ну, многие похожи друг на друга. Вот именно из этого момента мы поставили его всего лишь на 4-е место, но при этом все равно трек очень крутой, очень подстегивает двигаться, сразу охота тусоваться, куда-то идти, да, веселиться, чтобы было лето, солнце, короче, весело все. И 3-е место. На 3-м месте How You Like That. Это очень крутой трек, и, конечно, мы его очень долго ждали. Все его очень долго ждали, это было потрясающе. Мы так обрадовались тогда, что записали и каверы, и реакцию на клип, и реакцию на Dance Practice. И Dance Practice нам понравился, очень классная хореография. Поэтому мы в восторге от этого трека. Да, все, кстати, можете посмотреть на нашем канале. И реакцию, и кавер, и реакцию на практику. В общем, посмотрите. Да. И еще что немаловажно, это их фирменное звучание, которое сразу можно отличить от всех остальных исполнителей. Если о предыдущем треке мы говорили, что его звучание перекликается со многими подобными, да, и он кажется немного таким вторичным по звучанию, то вот если мы слышим How You Like That, где бы мы его ни слышали, мы сразу поймем, что это Blackpink, даже если мы этот трек слышим первый раз. Вот это как раз отличает вот их какой-то вот такой фирменный почерк, фирменное звучание. В принципе, трек насыщенный, очень такой тоже яркий, энергичный. И он, естественно, когда вышел, он очень жестко раскачал, все вы это прекрасно знаете. Поэтому How You Like That — отличный, крутой трек. 2-е место. И на 2-е место лично мы поставили Crazy Over You. Crazy over you. Этот трек отлично звучит. У него прекрасная ритмика, у него отличная смена ритмических рисунков. И то, что называется продакшн, да, то есть в целом обработка, да, студийная обработка инструментов, всех то, как выстроен инструментал. Все это очень здорово, это все очень качественно, это очень цепляет. Очень понравился флоу Лисы. В ее рэп-партиях, и вот в рэпе, если вдруг кто не знает, есть такое понятие как флоу. Флоу — это, грубо говоря, такой поток, да, то есть насколько этот рэп грамотно льется, идет по ритму, взаимодействует с ритмом и так далее. Вот попытался так простыми словами объяснить. В общем, здесь она читает круто, как мне кажется, как никогда. Вот. И здесь еще есть такая небольшая отсылка, она там говорит такую фразу «Don't you know I'm loco?» Don't you know I'm loco? Что в переводе означает «Если ты не знал, что я сумасшедший», или «Ты не знал, что я сумасшедший», вот так это переводится. Это фраза, которая открывается трек, который называется «Вато». Это трек Snoop Dogg и Бериэлла из Cypress Hill, легендарный хип-хоп трек. Вот такую вот отсылочку нам сделали Blackpink, ну или уж те продюсеры, которые писали трек, я не знаю, но в общем это было интересно и приятно. Да, свежее звучание. Я особое внимание хочу уделить второстепенным звукам, как только трек начинается. Потрясающая обработка и особый респект за восточное звучание. Там есть такая восточная тема, которая много раз повторяется. И это просто взорвало мои эмоции, это было потрясающе. Потом нарастание перед перепевом. Потом бац, яма, спад.
И припев такой классный, потрясающий. Вот это просто мне очень понравилось. Да. И, наконец, первое место. Первое место лично для нас Love to Hate Me. Да, на наш взгляд, этот трек невообразимой красоты. Здесь есть все, что мы любим. И здесь опять же новое свежее звучание. Здесь какие-то есть фишки интересные, когда вот эти повторы начинаются сплэш. Потрясающе. Потом нарастание, опять этот спад. И припев потрясающий, с рваной ритмикой, но он такой спокойный. Такой кайфовый. Это было так неожиданно, потому что мы думали, что там будет что-то очень насыщенное, а там такая яма, пустота и одни эмоции. Да, но при этом басы, друзья, вы слышали этот бас? За одни только басы уже призовое Да, место бас должно этот быть. просто вообще потрясающий. И при всем при том, что звучание, вот как Лена сказала, да, оно и свежее, и тем не менее оно отсылает нас к трекам. Вот лично для меня ассоциация была к тем трекам, которые писал, например, Доктор Дре. Такое ощущение, как будто он, естественно, это не так, но такое ощущение, как будто он вот приложил руку к этому инструменталу, потому что такой вот стиль вот отсылает как раз к рэп, таким легендарным рэп-композициям 90-х, да. Вот те же струны, которые вступают. Вот в первом особенно куплете, да, они очень ярко вступают. Это настолько круто звучит, это вызывает вот бурю эмоций, каких-то там вот воспоминаний с этими треками. И конкретно партия Лисы под клавишные. Вот это конкретно был стиль, вот прям реально треков 90-х, вот таких исполнителей, если вдруг кто знает, как Тупак, например, да, опять же, там вот это инструменталы как раз Доктора Дре, например, были. Я бы вот из этой партии бы сделал отдельный трек вот с таким инструменталом на клавишных, и его бы вот слушал, и мне бы вообще очень нравилось. Вот, так что для нас это, безусловно, первое место, но это, естественно, наше мнение. Наше, да. Да, друзья, пишите ваше мнение в комментариях, обязательно нам очень интересно будет послушать, как вы расположили эти треки. Да, что у вас на первом месте? Да, мы не претендуем ни в коем случае на какую-то истину, мы там не супер... Это просто наши свежие эмоции, буквально мы вот сегодня послушали Да. и решили с вами поделиться. Да, поэтому будем рады с вами пообщаться, пообсуждать эти треки, обязательно пишите нам в комментариях. И подписывайтесь, если еще не подписаны, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, у нас будет выходить очень много разных интересных форматов. И что ж, были рады встрече с вами, это был канал Елена Рей. Всем пока! Пока!